Всем привет! Вы на канале Вкусно дома, и с вами я, Ольга Молодцова. Давно на моем канале не было чего-нибудь сладкого, и сегодня как раз такой рецепт. Причем этот рецепт я просто обожаю. Он настоящая находка для любой хозяйки, и мы с вами сегодня готовим шоколадный бисквит на кипятке. Этот бисквит получается просто потрясающий. Во-первых, он имеет невероятно шоколадный насыщенный вкус. Во-вторых, у него такая пористая, слегка влажная текстура, в отличие от обычных сухих бисквитов. Сейчас все сами увидите. Итак, ингредиенты, которые нам понадобятся. 2 яйца, 50 граммов какао, 400 граммов сахара, 1 стакан молока, полстакана растительного масла, 320 граммов муки, 1,5 чайной ложки соды и 1,5 чайной ложки разрыхлителя. Одна немаловажная деталь. Яйца для этого бисквита нужно брать именно магазинные, фабричные. Потому что на других, на деревенских яйцах такого эффекта не получается. Итак, а начнем мы приготовление теста с того, что смешаем все сухие ингредиенты. В отдельной посуде смешиваем сахар, соду, разрыхлитель, какао-порошок. Причем какао лучше просеять через сито, потому что там зачастую попадаются комочки, которые нам совсем ни к чему, их потом очень сложно размельчить. И дальше добавляем муку, которую тоже желательно просеять. И теперь это все перемешиваем тщательно, чтобы все хорошо перемешалось и все стало единой массой. Конечно, еще и шоколадный вкус этого бисквита зависит от выбора какао. Старайтесь выбрать очень хороший, качественный какао-порошок. Сухие ингредиенты пока отставляем в сторону, а сейчас займемся яйцами. Их нужно хорошо взбить миксером или венчиком. И взбивать яйца нужно до пышной воздушной массы, которая очень хорошо увеличилась в объеме. Дальше во взбитые яйца добавляем растительное масло и молоко. Немного промешаем эти ингредиенты, чтобы они между собой тоже смешались. Вот теперь нашу сухую смесь добавляем в жидкие ингредиенты, но не за раз. Сначала добавим половину, тщательно размешаем, а затем добавим остальную половину. На этом этапе масса заметно густеет, но нужно ее размешать до абсолютной однородности. Можно даже слегка взбить. По большому счету, этот бисквит печь совсем не сложно. Но все-таки в этом рецепте есть две вещи, которые нужно обязательно делать. Во-первых, нужно брать именно ту граммовку, которая указана в рецепте. А во-вторых, нужно делать все именно в той последовательности. И у вас непременно все получится. Итак, тесто у нас готово. И настал момент того самого кипятка. Берем стакан воды, кипятим в чайнике или, например, в кастрюльке на плите, как вам будет удобно. Именно этим стаканом крутого кипятка заливаем тесто. При этом обязательно тщательно размешиваем его. Нам осталось только испечь бисквит. А вот в какой форме сделать это, уже решать вам. Если вы используете его как основу для торта, конечно, лучше взять разъемную форму, чтобы легче было его достать, не повредить края. Если это просто пирог шоколадный, то можно испечь просто в красивой стеклянной или керамической форме. Этот бисквит можно использовать и как основу для пирожен. Тогда, конечно, удобнее его испечь в квадратной форме, чтобы затем нарезать на квадраты, например. Но главное, что нужно его испечь в глубокой форме и весь за раз. Дно и стенки формы нужно смазать маслом. Причем в этом случае я предпочитаю именно сливочное масло. Оно не скатывается как растительное, а равномерно покрывает всю форму. Я буду использовать разъемную форму, и в этом случае дно можно покрыть пекарской бумагой. Тесто для этого бисквита получается довольно жидкое. Не пугайтесь, так и нужно. Итак, выпекаем бисквит в течение 1 часа. Температура 180 градусов, но это первые полчаса, потом можно убавить до 160 градусов. Так как тесто для этого бисквита довольно жидкое, то края обычно пропекаются быстрее, чем середина. Поэтому может возникнуть небольшая горочка на нем, либо верхушка может треснуть. В этом нет ничего страшного, это все можно легко срезать. Дальше
Дальше освобождаем наш бисквит от бумаги. Это делается несложно, а бисквит получается ровным. Я уже говорила, что этот бисквит имеет такую нежную влажную текстуру. Это действительно нечто среднее между плотным сырым брауни и классическим сухим бисквитом. Из этого бисквита получится прекрасный шоколадный торт. Добавляем крем по вашему вкусу, например, вареная сгущенка или сметанный, сливочный, можно шоколадный или даже заварной. И торт готов. И его даже не нужно пропитывать дополнительно сиропом. Он и так очень влажный и нежный. Можно просто это тесто разлить в небольшие формочки, и у вас готовы шикарные шоколадные кексы. В общем, это действительно универсальный рецепт, и я надеюсь, он вам понравится. Кто еще не подписался на мой канал, обязательно подписывайтесь. У меня очень много вкусных, интересных рецептов, а дальше будет больше и вкуснее. И обязательно нажимайте на колокольчик, тогда вы точно не пропустите мои новые выпуски. Готовьте по моим рецептам, фотографируйте свои кулинарные шедевры и отправляйте в мою группу ВКонтакте. Все ссылочки будут в описании под этим видео. Также там будет ссылка на мой инстаграм, заходите. Ну а у меня на этом все. Жду ваших комментариев. Пока!